Мы приветствуем Форт Боярд и парусник Ле Франсе. Парусник Штандарт перешел через Бискайский залив. Была спокойная погода, поэтому наш маленький коллектив, 12 человек экипаж, мы справились. Мы приходили в Испанию, чтобы принять участие в морском фестивале, но, к сожалению, решением Европейского Союза исторические суда были включены в пакет санкций, и нам не разрешили зайти в испанский порт Виго. Мы узнали о том, что нам закрыли вход в испанские порты уже по дороге, уже прямо на подходе к Испании. Мы 2 недели стояли на якорях, и только через 2 недели мы получили возможность заправиться водой и едой. Любой корабль имеет право зайти в порт в случае морской опасности. Вот доказать, что наша ситуация в самом деле представляет из себя опасность для жизни экипажа. У нас был сломан генератор, от которого запитаны все корабельные насосы, от которого запитывается навигация. То есть мы заряжали батареи, но было ненадежно. Сейчас мы получили запасные части, мы отремонтировали наш генератор. В Испании, когда мы бросили якорь на острове Аруза, местные рыбаки, увидев корабль, подплыли, пообщались, познакомились. Им настолько понравился корабль и экипаж, они поняли сложность нашей ситуации, что они на своих, когда-то на сапах, когда-то на своих моторках нам привозили и воду, и еду, и приглашали экипаж в душ принять, и отвезли белье постирать в местной прачечной. То есть вот это был хороший такой символ морской дружбы. Было очень приятно, что европейцы вот на своем уровне, они понимают это морское братство и помогали нашему экипажу. Морская служба предполагает, что все, кто в море, должны помогать друг другу, иначе это небезопасно. Именно поэтому объединение людей разных наций, разных национальностей на корабле, ощущение того, что мы все вместе в одной лодке, и мы все вместе должны как-то действовать так, чтобы наш корабль шел дальше. Вот это то, что мы стараемся привить членам экипажа Штандарта. Это наша основная миссия. Экипаж Штандарта до 36 человек. В апреле мы ходили на фестиваль в городе Сет, в Средиземке. Из 24 членов экипажа у нас были люди из 12 разных стран. 12 разных стран на 24 человека экипаж. Это очень международно, это наша такая характерная черта. Мы рады молодым людям из разных стран, которые собираются вместе на палубе Штандарта, могут общаться, могут делиться со своими культурами, какими-то своими традициями, понимают, что мы друг другу не враги. Мы на нашем уровне обычных людей, мы должны быть вместе, держаться вместе. Мы в Европе уже много лет, уже больше 15 лет, мы учебный парусник. Наша задача воспитывать будущих моряков, рассказывать, показывать, что такое плавание на историческом корабле, как управлять парусами, как их настраивать, что такое настоящий рангоут такелаж, обучать тем ремеслам, которые в наше время уже почти забыты. Но поскольку моряк без умения вязать узлы, он не моряк. На борту Штандарта мы проводим и плавание для приключенцев, кому интересно попробовать себя, походить на пиратском корабле, и детские программы. У нас несколько детских программ, когда мы собираем 12, 15, 17-летних подростков и идем с ними в море и обучаем их ответственности. Вот что на Штандарте важно, что каждый член экипажа, он вместе со всеми и паруса ставит, и у штурвала стоит, и ночные вахты несет, и гальюны моет, и на камбузе еду готовит. То есть это ответственность человека перед коллективом. И для молодых людей это очень важное, очень сильное воздействие, потому что, а как можно не приготовить еду, когда твоя очередь? Все остальные что, голодными останутся? А вот воспитание ответственности – это наша важная очень деталь, важная характерная черта Штандарта. Дальнейшие планы по походам Штандарта, когда мы уже столько лет ходим по океану, Бискайский залив, Средиземное море, Северное море, Норвежское, на Канарские острова мы ходили, на Мадейру, на Кипр,
Вот это вот ощущение большого морского пространства, оно очень важно для вот этого понимания, что такое морская жизнь, морская служба. Мы это ценим. К сожалению, сейчас ни Петербург, ни Калининград не может предоставить такие морские условия для учебных программ, поэтому в ближайшее какое-то время мы не рассматриваем возможность вернуться. Ждем, пока что-то изменится. Сейчас мы собираемся встать на якорь рядом с знаменитым фортом Боярд. И завтра мы должны зайти в порт Ля-Рошель, чтобы пополнить запасы и двинуться дальше на север. Будем держать вас в курсе. Всего хорошего.